Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Бритье, бритье, бритье. Совсем скоро, буквально на следующее бритье, мы с вами окунемся в большое-большое плавание в мир регулируемых бритв. То, что я вам сейчас показал, Flexi Pearl, это Pearl Flexi, да? Так правильно. Огромное спасибо Леониду. Все ссылки в описании под видео, под тем, где будет этот станок, я, конечно же, оставлю. Но ввиду того, что этих бритв не так уж и мало, их там набирается по десяток, как бы даже еще и не больше. Если по 2 штуки в день, сами понимаете, там 5, 6, 7 недель, сколько там всего это выйдет, это гораздо больше, чем месяц. И прежде чем окунуться в это плавание, я бы хотел все-таки попрощаться еще раз, побриться с одним великолепным, замечательным изделием под названием Timeless 095, который появился на канале благодаря Александру Сафонову, за что ему огромное спасибо. Но он будет сегодня не один, и сегодняшнее видео я бы не хотел, чтобы вы его воспринимали как какой-то батл. Просто напарником сегодня в бритье у этой бритвы будет другая титановая бритва. Какая и какие мыла, вы сейчас узнаете из крупного плана. Плюс ко всему, чтобы 2 раза с дивана не вставать и не плодить бесполезных видосов, я решил в самом начале этого видео ответить на вас вопрос, который вы уже, я не знаю, раз 5 или 10 успели задать. Вадим Викторович, а вот там расскажи про свой топ. Мой топ есть на канале. Я вообще не понимаю, кому это может быть интересно. В плане хайпа, да, такие видео всегда собирают много обзоров. Ну, я взрослый мужчина, и мои привычки уже как-то сформировались, поэтому если топ и поменялся, но не кардинально. Как именно и в какую сторону, вот сейчас я вам предлагаю посмотреть на крупном плане. Вы на крупный план трогайте, шупайте, смотрите. Я начинаю подготовку, а вы догоняете. Вот, друзья, всю эту вакханалию, которую вы видите перед собой, я и мог бы назвать своей радостью в разделах мыло для бритья и кремы для бритья, и в разделах лосьон после бритья. Давайте, наверное, именно их рассмотрим, прежде чем мы с вами доберемся до основных героев нашего сегодняшнего обзора, чтобы, так сказать, разгрузить площадку. Мыло для бритья. Хотел бы начать с мыла от Сергея Сергеевича. Это мыло я рассматривать не буду, ввиду того, что не каждый его может достать. И Сергей Сергеевич не так уж часто его делает, как правило, то, что он делает, разлетается сразу махом. Но мыло чрезвычайно интересное, оно как для души, так и для тела, потому что Сергей Сергеевич его делает по чуйке. У него нет специального какого-то химического образования, он медик, и у него там еще, по-моему, 2 или 3 высших образования, но не дело не в этом. Он опирается на свой жизненный опыт и на внутреннюю чуйку, именно благодаря этому у него получаются такие интересные вещи. А то, что вы видите барсук и лось, человек живет в таком месте, что у него есть возможность доставать жиры этих животных. Мыло это топчик, это просто топчик. А дальше давайте, наверное, посмотрим на то, что каждый из вас может достать при известном упорстве. Хотел бы начать, наверное, с той 5, которую я ставлю повыше, а может это даже еще и не 5. Из этого что-то назвать первым, у меня, наверное, рука не поднимется. Вот давайте не в порядке очередности, а вот в порядке, как в руку попало. Mike's Natural Soap. Великолепное чудесное мыло. Прекрасно. С ним работать не только приятно, но еще и кайф от этого получаешь неимоверный, потому что здесь все в балансе, все... ребята, просто роскошно. Вот то, что я сейчас сказал, я могу сказать практически о каждой банке, которая пойдет последующая. Поэтому, если я буду повторяться, ребята, простите меня за это. Но мыло шикарное. Я его никогда никому не отдам, как вот это вот все то, что вы видите, и оно всегда будет со мной. Следующее, что под руку попало, это, наверное, Wickham Soap Irish Cream 1912. 1912 год. Не пойму, почему 12, может быть из-за той формулы, которую в этом году нашли, может быть еще по каким-либо причинам. Но мыло, ребята, шикарное. Оно просто обалденное. Опять же, эта компания умеет работать с ароматической линейкой. И если говорить конкретно за это мыло Irish Cream, то... Irish Firm, sorry.
оно с чуточку, с претензией на барбаршап, чуточку с претензией на хорошо пахнущую ванную комнату. И вот те свойства, которые заложены в этом мыле, они лишь это все подчеркивают. И каждый раз, когда я беру эту банку в руки, я понимаю, что я буду отдыхать, и мое время пройдет не зря. Следующее. Ну, Марк Даниш я не мог обойти стороной. Классическое. Поставляется практически всегда в одних и тех же баночках. Люди уделяют внимание не только своей продукции, но и тем, как оно упаковано. Мыло замечательное, прекрасное. То же самое, вот все, что я говорил выше, могу сказать и за это мыло, потому что оно приятно, оно душевно, и ты, когда с ним работаешь, ты понимаешь, что у тебя все будет прекрасно и хорошо. Следующее мыло от Rockwell Razors Shaving Soap. Это мыло для меня как было загадкой, так загадкой остается. Потому что все вы знаете, что компания Rockwell занимается выпуском бритв. И именно ими она наделала немало шороху. Ну а потом, откуда ни возьмись, появилось, зашибись, вот это мыло. Понятно, что компания, не имеющая опыта производства мыла для бритья как такового, не может с первого раза выпустить что-то нечто. Но что-то нечто, тем не менее, она продает и продает под названием своим. До сих пор убежден и свято верю, что кто-то им это делает. Это лишь мои догадки, доказатель, опровергнуть это я никак не могу, потому что на эту тему информации не нашел вообще нигде никак. Но мыло, ребята, шикарное и обалденное. Одно лишь могу сказать, что если я прав, и кто для них вот это вот делает, то этот кто-то, скорее всего, у них же там или в Канаде, или в Америке и находится. Ну, чтобы логистику не напрягать, я, скорее всего, уверен, что, может быть, разораки где-то там рядышком прошлись или еще кто-то. Но это, опять же, скажу, догадки. Мыло шикарное. Если возьмете, ни капли не пожалеете. Осталось совсем немного, и мы уже переваливаем за 5. Но чтобы, знаете, попасть в эту 5, я бы, наверное, все-таки, да, ну, пускай будет 7, 5, 7, какая нафиг разница, кто их считает. Ребята, я хочу сказать о Вика Турмерик. Вика Турмерик, несмотря на свою дешевизну, несмотря на свое распространение, это такой обалденный, чудесный крем, который, плюс ко всему, вы еще можете использовать и двояко, как в качестве крема для бритья, так и в качестве и крема после бритья. После бритья я один раз попробовал его использовать. Для бритья он мне понравился больше. Чем подкупает, чем вдохновляет и чем зацепил меня. Это крем, ну не только что это подарок друга, он мне от Урмаса пришел, но, наверное, еще и тем, как он в действии себя показывает, при всем, как он еще пахнет. За все это, блин, я его бесконечно и беззаветно люблю, его никогда никому не отдам, и всегда он будет оставаться со мной. Шикарная, обалденная штука. Ну и стоит. Опять же, видите, если вот, допустим, говорить за первоначальную его стоимость, он вообще чрезвычайно дешев. Но, к сожалению, в последнее время стоимость на него стала повышаться, и надо искать, где его брать. И если поищите, дадите себе труд, погуглите, то, скорее всего, вам удастся его взять за нормальную цену. Осмо. Ну, эту французскую компанию, наверное, только ленивый не знает. На самом деле компания посвятила себя бритью уже не одно десятилетие и умеет делать хорошие вещи, не только мыло для бритья, но и всякие там лосьончики, там всякие там камешки, прочее. Да она дофига что делает для бритья. Но вот это вот мыло интересно. Интересно не только по упаковке, но еще и как оно в работе себя ведет. Это раздолье, это приятное какое-то времяпровождение, и это что-то необычное. Ну, это, скорее всего, относится в первую очередь, конечно же, к упаковке. Savon de Barbe. Все. Вот скромненько, вкусненько и зашибательско. Хорошая штука. Ну и в заключение, наверное, хотел бы сказать про Sapone de Barba крема G. Bignoli. Не путайте, G. Bignoli именно о нем. В этом мыле для меня сложилось очень много всего. Я понимаю, что это мыло делают люди, которые неровно дышат к этой теме. И я понимаю, что в этой компании работают люди, которые очень большое значение придают мелочам, и плюс ко всему они великолепно, сногсшибательно, умопомрачительно, как и истинные итальянцы, умеют работать с ароматикой. В этом мыле для меня нет изъянов. Оно и в работе великолепно, оно и по запаху великолепно, оно и выглядит великолепно. Тьфу-тьфу-тьфу на него, чтобы оно всегда таким и оставалось, чтобы у ребят крышу не снесло, и они не начали делать какую-то шнягу, а выпускали и продолжали нас радовать вот такими вот замечательными вещами. Все,
Все, ребята, на этом с мылом разобрались. Давайте за эти лосьоны поговорим. Так, давайте я, наверное, сразу вот с самого начала вот это вот Пузана уберу. Он не только большой по размеру, самый-самый здесь, но он, наверное, в моем сердце занимает и больше всего места. И не потому, что именно мы его производим, нет, а, наверное, потому, как он получился. То, что он таким получится, никто не ждал, никто не ожидал. Просто, вот знаете, делали, как Сергей Сергеевич Мыло, по чуйке. Вот по чуйке и получилось. Что же в конце концов получилось? Получилось, опять же, это мое имхо. Получилось замечательное, великолепное спиртовое изделие, которое мало того, что несет на своем борту изрядную долю уходовых, так еще и после того, как приведет вашу кожу в нормальное, хорошее состояние, заживит ранки, увлажнит, так оно еще и быстро сохнет. Ну а про ароматику это разговор отдельный. К этой ароматике шли осознанно, с эту ароматику я закладывал с самого начала, потому что жили 5 лет в Америке, и каждый раз под Новый год и под Мэри Крисмас, который у них начинается 24 декабря, у них какое-то буйство за 1,5-2 месяца в магазинах начиналось, и они вытворяли там всякие штуки, в том числе и вот с этими запахами. Здесь хвойный аромат перемежается чуть-чуть с корицей и чуть-чуть с апельсином. И вот именно этот праздник Нового года я и пытался заложить вот в эту ароматику. К моему счастью, оно получилось. Мое мнение разделяют очень-очень-очень-очень много людей. Но, ребята, не обольщайтесь. Потому что вот за все годы выпуска этого продукта есть, по-моему, 4 или 5 человек, у которых вот на этот состав аллергия. Ну, то есть бамс побрызгали, у них там что-то красные пятна пошли. Не всегда. Но, как правило, это в летний период. То ли это авитаминоз какой-то, то ли там химия летом меняется, то ли еще что-то. То есть вот весной, осенью, зимой у людей все нормально, как только приходит лето, бабам, все. У них пятнышки, они берут эти баллоны, изымают и до следующей осени. Так что вот, как-то так. Ну, лосьон выпускается в 2 вариантах. Это обыкновенный с ментолом. Ментола там немного, по процентовке порядка где-то 1,5–2%. Поэтому есть выбор у людей, какой брать. К сожалению, мы перестали выпускать такие вещи в 400 мл бутылках, вот, то есть 300 мл. Ну а сейчас вот люди все говорят, давай. Не знаю, может быть еще раз пересмотрим этот вопрос и будем выпускать именно в таких пузырявочках. Вещь, однозначно вещь. И скоро мы его опять выпустим. Ну, мы сейчас вот решаем вопрос с пробками. С пробками, как только решим, он у нас снова появится. Убираем в сторону. Убираем. Именно он сегодня будет участвовать на обзоре. Так, и все равно убираем в сторону. Что следующее дернуть? Ну, что на сердце лежит? Да тут все на сердце лежит. Давайте, наверное, начнем вот с этого окаянного, который опять же Урмас прислал. Это Флойд. Я его всегда любил и любить буду, но сейчас уже любить нечего, потому что мало того, что он пропал, а то, что осталось, стоит дорого. Есть слухи, что с производством этой великолепной чудесной жидкости вообще завязали. Ну, если у кого-то есть возможность за нормальные деньги достать, в чем я сильно сомневаюсь, ну, возьмите, попробуйте, конечно. Сделать из него идола, ставить во главу угла, молиться на него я бы не рекомендовал. Потому что вполне себе много лосьонов, которые могут его заменить. Сами понимаете, природа пустоты не терпит. Так что, как только что вот этот вот товарищ под синий Флойд сдулся, появилось много-много-много другого всего. Да, можно сказать, оно и раньше-то было. Но просто некоторые вещи стали выпускать кося под него, а получалось, что они по сути-то ничуть не хуже. А некоторые вещи, когда была эта фигня, то мы просто не замечали. А сейчас король умер, да здравствует король. И раз уж пошла пьянка за это дело, я бы хотел сказать за Эпсилон. Эпсилон, ребята, что-то песня. Несмотря на то, что он полностью укладывается вот в эту вот историю, что вот когда вот с этим стали проблемы, он ушел в менопаузу, то ребята подумали, решили, а давайте мы что-нибудь там на эту тему подсуетимся. Подсуетились, стали выпускать Эпсилон, и как оказалось, Эпсилон на Флойд не похож ни разу. Это совершенно 2 разных автошейва лосьона. И по цвету, и по запаху, по свойствам, да, схожи, с ходовыми тут все нормально, все хорошо, и оба алкогольные, но Эпсилон при всем при том получил свой шарм, свой, знаете, какой-то такой ореол, и он для меня, ну, ничуть не хуже, а возможно даже, может быть, местами еще и получше, но это спорно. В любом случае, этот лосьон удался, и этот лосьон я могу рекомендовать всем, потому что я его точно так же люблю. А что я люблю следующее? Так, ну, давайте, наверное, про моего старого доброго любимчика Веледа.
Веледа, у нее история непростая. Несмотря на то, что ее производит компания с достаточно большой историей, делает из чего-то такого, что они там собирают в горах, в Альпах, а потом вот там что-то вот там вот, ну, короче, тут насквозь все лечебное. Но в первую очередь я полюбил всю эту, да, алкогольный, в первую очередь я полюбил всю эту красоту не за то, что она лечебная, а, наверное, за то, как он пахнет. Пахнет фантасмагорически. Нравится не всем. Есть люди, которые меня балаболом понаслушались, говорят: а, Викторович, все, покупаю, покупают. Фу, да не то. Так что, ребята, тут смотрите, это по-разному может быть. Но если кому-то что-то вот как-то вот в пряных тонах нравится, очень велик шанс, что вам эта жидкость понравится. Лично мне она просто к душе. Я от нее точно так же без ума. Она шикарна, она прекрасна, она просто замечательна. Про упаковку я даже не говорю. Флакон синего стекла с элегантной вот такой вот крышоебочкой. Ну, ребята, просто шарман, просто шарман. Следующим, наверное, заслуженно я хотел бы назвать королевский шипр. К сожалению, ныне почивший, потому что его уже не только не выпускают, но и с красной зарей какие-то там перетурбации или что там происходит. Короче, вот нифига ничего не понятно. Но шипр королевский — это песня. Это радость души, это раздолье, это вот что-то вот такое. Прям каждый раз, когда ты его на себя наносишь, и да, ребята, даже сразу после бритья, но это просто, это благодать. Вот такая вот. Я не знаю, как это действует на другие народы, но вот на людей, кто говорит по-русски, это действует примерно всегда одинаково. Одна беда, хочу повториться, сейчас вы его не достанете. Ну а когда можно его было достать, он выпускался в двух вариациях. Такой простецкий, как вы сейчас перед собой видите, он стоил, там, по-моему, где-то в районе 160 рублей. Ну и что-то там супер-пупер подарочный, с какой-то крышей, коробочкой, там что-то еще, и стоил подороже, в районе там до 300. Но, как говорят некоторые ребята, сам я это не проверял, в коробочке, тот, который подороже, и вот этот, несколько поиначе пахли. Так ли это, фиг его знает, я не попробовал. Но вот если где-то что-то вдруг урвете, имейте в виду, что это прям, ну шо, бомба, просто бомба. Это маленький оловянный солдатик прямо из Индии, Old Spice. Всегда его любил и любить буду. Это не тот Old Spice, который вы можете прийти спокойно купить в любом магазине. Вот те Old Spice, которые сейчас продаются, ну это новоделы. Кто-то там, что-то там, у кого-то там перекупил, айда шуровать под эту линейку. Ребята, это все новое, новое, новое. Не спорю, может быть и там есть что-то хорошее, но я вот любитель старой школы, мне это больше по кайфу. И, к сожалению, во всем мире это уже прекратилось. Единственное место, где можно до сих пор еще найти Old Spice старой школы, это Индия. Для этого вам как минимум нужно пойти на eBay, поставить Old Spice и посмотреть продавца, который торгует с Индией. И там уже это все дело и посмотреть. Выберите с лучшими отзывами, по лучшей цене и закажите. Помимо муска там есть еще, по-моему, оранж, классик и что-то там еще. Вот такие флаконы до сих пор еще можно взять. Ну а теперь два одинаковых с лица прямо из ларца. Оба 4711, только один лосьон после бритья, другой Eau de Cologne. Понимаете, в чем дело? Несмотря на то, что 4711, они оба разные. Хотя направленность, тематика, вектор развития у них у обоих, конечно же, одинаковый. Цитрус тут вы узнаете и там, и там. Но, если, допустим, говорить за лосьон, то он прекрасен, великолепен в своем запахе. Не настолько, как одеколон, но все же. И как лосьон после бритья он просто замечательный. За одной маленькой такой не очень хорошей поправочкой. Запах у него улетает моментально. Вот момента и в море. Держится он, ну, по моим представлениям, ну, где-то до 1,5-2 часов, не более того. Но если на кожу, на одежду не попадет, и когда вы бреетесь, вряд ли это может произойти. Поэтому вот в качестве вот прям непосредственно лосьона после бритья, да. И те люди, которые не любят, чтобы сразу вот после, как вы попользовались лосьоном, долго пахло, тоже да. Но тут, видите, сегментарно, потому что те люди, которые к запахам так настороженно относятся, они, как правило, берут вещи, которые вообще не пахнут. А тут получается ни тятя, ни матя, ни туда, ни сюда. И шлейф короткий, хоть и хороший, а запах все же есть. То есть вот тут вы смотрите. Но если вдруг вам нравится эта вот направленность, и вы любите после бритья себя потешить нечто таким неординарным, ребята, я бы вас отправил прямиком к одеколону.
Потому что запаховая составляющая, здесь она хоть и схожа, но она здесь гораздо более концентрирована, более ярко выражена. И картина, которая перед вами предстанет, она более сочных, таких, знаете, вот натуральных, природных цветах. И она вся такая яркая, и она вся такая праздничная, и такая, зараза, вкусная. Но тут нужно приготовиться к тому, что за это нужно будет заплатить. Потому что алкоголя, насколько я понимаю, здесь больше. Сейчас даже вам не скажу насколько, но тут его явно больше. Ну, одеколон, но есть одеколон. Если вдруг вы где-то что-то там себе повредили во время бритья, вам придется поорать. Пусть маленько, пусть не громко, пусть так, но все равно придется. Здесь же орать меньше, здесь орать больше, но зато это и вкуснее. Это просто, ну прям, это просто праздник какой-то. Резл. Очень интересная, привлекательная, замурчательная водичка. Одна беда в том, что она быстро кончается. И к ней привыкаешь быстро. Вот все те эпитеты, которые я только что произнес по адресу других автошеев, я в полной мере могу отнести и к этому, но он более спокойный. Он более такой, знаете, какой-то... Он больше с уклоном в мыльно-пузырную тему, куда-то вот туда. Но полностью справляется со своим функционалом, и благодаря тому, что он, во-первых, выглядит необычно, а во-вторых, у него запаховая составляющая сделана так вот интересно, ароматику здесь подобрали. Он, наверное, вот благодаря всему этому и задержался в моей коллекции. Хорошая, нетривиальная, интересная штука. Ну, и если как-нибудь вам попадется возможность приобрести такую штуку, ребята, можно попробовать, и это будет хороший опыт. Все. Теперь помазки и бритвы. Итак, остались у нас главные герои. Давайте, наверное, начнем с помазка. Помазком у нас сегодня будет работать замечательное изделие, всемирно известное, не побоюсь этого слова, немецкой компании Shave-Mag. Но не барсук, как вы все привыкли по предыдущим моим обзорам. У меня есть барсучок этой компании, который мне прислал сам хозяин этой фабрики. Я вначале его не понял, потом, когда раскусил, я до сих пор от него балдею. Вещь шикарная. Не дешевая. Стоит там где-то, по-моему, под 180 или под 170 евро. Но это вещь. Это вещь, ребята, хорошая. И обратите внимание, вот отсюда я слезал одну из наших ручек, которые мы сделали в дереве. И вот за что спасибо еще раз. Так вот, у нас будет сегодня синтетика. И бритва, и помазок. За это я хотел бы сказать Александру Сафонову отдельно спасибо за то, что он столько потерпел и столько ждал, пока я вот наконец-то последний обзор смогу сделать и отправить ему все обратно. Синтетика, ребята, хороша. Хороша. Сравнивать ее ни с яками, ни с мюлями, ни с кем-то другим я бы, наверное, не стал, потому что такой синтетики я не встречал. Здесь какой-то свой баланс. Баланс шиншилловости вот здесь. Он как, знаете, как на уровне... Но он меньше, чем у синтетики дорожной от Мюлле. Но он больше, чем у яков. Да и вообще бы это изделие не стал ни с чем сравнивать, потому что вот такого узла на самом деле не видел. Я понятия не имею, кто делает этот узел. Может быть, этот узел точно так же, как и практически 90-95% всех узлов заказывают в Китае. Может быть, я не спорю. Может быть, этот материал заказывают в Китае, а узлы собирают сами у себя в Германии. Может быть, я не спорю. Тут остается только догадываться, потому что правда не знает никто. Но то, что я таких узлов не видел точно, ребята, ну это к бабке не ходи, это 100%. Узел очень интересный. Диаметром 2,4 мм, ручка, ну вы понимаете, да? То есть вот примерно в этой же стилистике. И вот сегодня таким красотульчиком, вот сказал, блин, сам-то понял. Вот такой красотой сегодня и будем работать. Убираем его. Так, а зачем убираем? Работать? Ведь работать пойдешь, извиняюсь. Вот так. Ну и бритовки. Сегодня будем бриться двумя титанами. Один от Timeless, другой от Homelike Shaving. И та, и другая компания выпускает свои бритвы в презентационных коробках, но различия все же есть. Какого рода различия? Если, допустим, Timeless выпускает практически все свои бритвы в такой упаковке, то есть обязательно будет вот такая вот серебряный шнурочек резинового свойства, потом вот такая вот коробочка будет, обязательно, какую бы бритву вы ни брали черного цвета, и каждый раз, когда вы будете открывать продукцию от Timeless, обязательно будет вот такое поролоновое ложе, гарантийная карта, и спасибо за то, что вы купили у нас, и плюс вот такая высечка, в которой будет покоиться то изделие, которое вы приобрели. Эта упаковка для всех бритв одинакова,
Совершенно. В комплекте Александр взял себе подставочку из титана, ну чтобы прям вот так мало не показалось. Плюс еще бритовку 0,95 гапом с покрытием, ну не с покрытием, а с формой крышки скалопед. Ну и тоже, конечно же, из титана. Не полированная, сатинированная. Вот сейчас на нее мы с вами и будем смотреть. Homelike. Эти заморочились. Если основную массу своих бритв они выпускают в совершенно другой упаковке, там с магнитиками, с ложем, там из прессованного картона, там с покрытием, ну, короче, совершенно другая, то вот именно для титановых они сделали следующее. То есть будет вот такая вот обечайка картонная, которая внутри будет скрывать коробочку из дерева, черный дуб. Или дуб, покрашенный черным цветом. Все это заказывалось той самой компании, которая выпускает свою продукцию, в том числе и для аппарата президента. Недешево. Ну, прям, я бы сказал, даже офигеть, как недешево. Но все-таки качество ребята сумели дать. Нигде мы не смогли найти эту компанию, ни на Урале, ни в Новосибирске. Пришлось все-таки обращаться в Москву. Что же за эта компания получила? Вот такое вот изделие, где внутри в ложе есть две выемки, в которые вставляется и подставка, и сама бритва. И все это фиксируется вот такими магнитиками. В первый раз, когда компания сделала эту коробку, у них не задалось. Они, опираясь на свой опыт, сделали коробку таким образом, что при закрывании там внутри все-таки маленько колтыхалось. Сколько мы им не говорили, ребята, ну давайте понадежнее. Они, нет, все будет нормально, все будет хорошо. Как только первую коробку получили, вот эти вот все движения возвратно-поступательные приводили к тому, что там внутри стоял грохот. Отправили мы образец обратно. И они переделывали. Через 1,5 месяца мы уже получили новую коробку, которая показывает вот такие результаты. Это вот. Нет, все-таки там что-то такое слышно. Вот если бы вот все вот эти вот перетрубации я делал старой коробкой, здесь внутри был бы уже компот. Вот так бы вот все валялось, что непозволительно, как вы сами понимаете. Ну, давайте уже ее вытащим, и вот на эту бритву мы будем с вами сегодня смотреть. И та, и другая бритва уже были на обзорах, так что в этом видео, пожалуйста, не ждите тактических, параметрических, физических, других ческих каких-то данных. Все они уже есть, все они уже назывались. Здесь я просто предлагаю вас и зову посмотреть на эту красоту. Давайте, наверное, начнем все-таки с гостя, с Timeless. Timeless — это та компания, которую я всегда любил и любить буду, уважал и уважать буду. Я очень долгое время сох по нержавой версии, наверное, где-то года 1,5-2. Потом все-таки переболел, потом все-таки меня отпустило, потом накрыло опять, потом снова отпустило. А потом, Александр присылает, своего титанового, и мне опять хреново стало. Ну что ты с ним будешь делать? Ребята, тут есть с чего болеть. Вот здесь я сейчас держу в руках, которая достойна не только восхищения, но и радости. Я больше чем уверен, практически каждый человек, ну, может быть и не 100%, но хотя бы процентов 90-95, взяв в руки вот эту вот вещь от компании Timeless, ну, будут просто в восторге. От чего здесь может быть в восторге? Ребята, от всего. Давайте покажу, от чего я в восторге. Это просто качество. Качество и красота, эстетика во всем. Берем подставку. Она непростая. На Поппинсе, посмотрите, заморочились и сделали вот такую вот вещь. Timeless Titanium. Ну а здесь, конечно, вот как это правильно сказать, компании. Пентаграмма или как? Ну, наверное, пентаграмма будет все-таки вернее. Форма достаточно необычная, интересная, нетривиальная. И уже, скажем так, по одной только форме ты понимаешь, откуда, чья это бритва, чья это подставка. Ни в каких других компаниях я вот такой вот формы не видел. Ну и, конечно же, отверстие. Здесь меня, скажем так, ну, несколько только расстраивает. Но опять же, это мои хочухи из-за того, что здесь нет отверстия. Но если какая-то влага все-таки туда попадет, вам придется заморочиться, найти ушную палочку и вытащить оттуда эту влагу. Хотя нафига это надо, она высохнет сама, скажете вы. Не факт, но вот отверстия здесь все-таки нет. За то, что здесь есть отверстие в этой подставке и диаметр этой бритвы, они рождены друг для друга. Вот смотрите, я вот чуть-чуть вот просто вот так вот наживулю, ставлю и отпущу бритву. Вот смотрите, видели?
А теперь смотрите, я буду вытаскивать бритву. Видели, как подставка потянулась за ручкой? Вот смотрите еще раз. А причина проста. Настолько точно подогнаны размеры, что каждый раз, когда вы опускаете бритву в подставку, вам не нужно это контролировать, потому что благодаря тому, что зазор здесь чрезвычайно мал, происходит эффект воздушного лифта. Но он не настолько мал, чтобы вот этот маленький допуск мешал вам как-то в работе, доставлял какой-то дискомфорт. Все это нормально, все это хорошо, но каждый раз, когда вы опускаете бритву, у вас получается тот воздух, который там есть, он выдавливается постепенно через вот эти вот пазы и не дает бритве упасть. И опять же, когда вы ее сильно вытаскиваете, вы можете потянуть за собой подставку. Это, ну, скажем так, оборотная сторона всего этого. Это все-таки маленький минус. Если у вас стоит все это на фарфоре, и вы резко вдруг возьмете, у вас это может по вашему фарфору бам-ля-ля, ну и что-то там погреметь. Опять же, видите, здесь нет резинки, так что имейте в виду. Плохо, плохо. Ну, видите, картинку-то надо было соблюсти. Наверное, поэтому здесь и резинки нет. Вещь, однозначно вещь. Пошли дальше. Сама бритва. Ну, ручка. Ручка это их фирменная, они ни у кого ничего не перенимали, они сами все разработали, насколько я понимаю. И здесь есть чем гордиться. Она толстенькая, она добротная, она качественная, приятно лежит в руке. И бриться такое одно удовольствие. Нижняя плита. Это произведение искусства. Почему? Потому что ребята заморочились и делают. Давайте я вам все это вот так вот, наверное, получше покажу. Заморочились и делают это все на электроэрозионном оборудовании. Только там это можно сделать, ни на каком другом. И все заморочки, которые будут связаны с использованием этого оборудования, они тоже все бремя берут на себя. Потому что после каждой, вот заготовка вышла с электроэрозионного ЧПУ станка, она будет вся в таких хохоряшках, что мама не горюй, и все это нужно зачищать. Этим они и занимаются. И посмотрите, как они зачищают. Все это блестит, сверкает, и все это ровненькое, гладенькое, вкусненькое и просто обалденное. Уважаю, уважаю. Все продумано, все красиво, все замечательно. Ну, по крышке этого можете не сказать, потому что крышка, на первый взгляд, просто обыкновенная крышка, как, собственно, из всех, за исключением вот этой верхней части. Это не база, это, если хотите, вы можете заказать. Вот эта вот фигня, которая называется, не сговорить, там, как стиральная доска, у них это называется скалопед. Шец это кешка скалопед, ну я фиг его знает. По-моему, какая-то длинная фигня, у которой 48 ножек, и вот она куда-то там скалопедит. Какое отношение та фигня вот к этой прекрасной поверхности имеет, я не знаю. Но назвали. Вот, именно этой бритвой мы с вами сегодня побреемся. А теперь давайте перейдем не то чтобы как к оппоненту. У меня нет сегодня желания сталкивать вот эти вот две бритвы лбами. Наверное, давайте все-таки перейдем ну, как собутыльнику, неправильно сказать, к корефану по бритью, потому что другую сторону у нас будет сегодня брить титановая тайга. Подставка. Подставка, пускай и не такая, скажем, маленькая, как у корефана по бритью, но здесь не без изюминки. В чем же заключается эта изюминка? Форма, ну, наверное, можно на просторах такую форму найти, хотя я не видел. По форме компания старалась не заморачиваться, она просто пыталась сделать что-то такое обтекаемое, красивое, симпатичное, чтобы смотрелось. Как, я думаю, компании это удалось. Чтобы ваш хрусталь, фарфор и золотые унитазы не пострадали, ну, на чем вы там бреетесь, здесь поставлена вот такая вот резинка. То есть вот каждый раз, когда вы будете ставить, то это мало того, что устойчиво, но еще и не, скажем так, не причинит никакого дэмиджа, вреда и там смертоубийства, ничего не разобьется. Хотя может, конечно, потому что вес приличный. Но изюминка, наверное, все-таки вот в этом шпеньке, который предназначен именно для этой бритвы. Мало того, что он придает устойчивости, и бритва стоит просто, знаете, так уверенно. То есть даже если вот так вот будете делать, ничего не произойдет. А здесь, ну, видите, люди знают толк. Так вот, он там, обратите внимание, внутри отверстие идет под конус, внутри. А здесь длина вот этого вот штифта рассчитана таким образом, чтобы бритва, когда вы устанавливаете ее на подставку, она опиралась не на саму подставку, а вот именно вот на эту часть. Поэтому где-то примерно на 3-4 десятки бритва не будет доходить до самой подставки, не будет портить вам внешний вид, а будет как бы в воздухе висеть.
Сделано специально, чтобы не портить вот эту вот поверхность. Ну и плюс ко всему, что если вдруг какая-то там влага, мало ли, по-всякому бывает, натечет, чтобы у нее была возможность вычесть. Ну, с подставкой разобрались. Давайте, наверное, на саму бритву поставим, посмотрим. Бритва. Дедушка, папа, старший брат. Да нет, какой старший брат? Наверное, все-таки папа этой бритвы. Это гипс французский, красавец. По образу и подобию, сейчас я вам его покажу. По образу и подобию именно с него хотели мы сделать бритву, но закончилось все тривиально просто. Зачем нам все это копировать? Сделаем лучше свое. Но механизм регулировки гапа лезвия взят именно с этой бритвы. Именно с нее. Все остальное это, конечно, уже наша геометрия. Геометрия была перенесена со старта. Механизм регулировки с гипса. Ну а все остальное, ну вот как вот по технологическому процессу прописывали, так оно, собственно, и получилось. Бритва состоит из 7 частей, точно так же, как и ее дедушка. Родоначальный гипс. Разбирается легко и просто, если привыкнете. А привыкнуть нужно будет, потому что здесь две необычных резьбы. Не так, как мы всегда привыкли, а в двух местах резьба сделана в другую сторону с одной единственной целью. Чтобы во время регулировки у вас вот этот флажок регулировки шел, как мы привыкли, слева направо. А не как на всех остальных бритв справа налево. Я понимаю, что у людей свое видение, но тем не менее мы хотели, чтобы вот как-то вот все это было красиво. Вот они все эти 7 запчастей. Крышка. Ну, я ее показывал уже не единожды. Здесь, собственно, вот, ну, крышка, что? Крышка только из титана VT3-1. Плита. Ну, полированная, в отличие от Рокнелла. Поэтому, конечно, если вы будете все это вот так вот руками шваркать, то, конечно же, следы будут оставаться. Да, за красоту нужно платить. Кто хочет именно такую, пожалуйста, ребят. Но вот это все нужно протирать. Я вот, видите, вот в двух местах не протер, за это и поплатился. Теперь надо будет, вот сейчас побреемся, я аккуратненько все это протру. Нижняя плита. Гайка регулировки. Сделана специальным образом, чтобы накручиваться только с одной стороны. Потому что с одной стороны вот это углубление идет на 4,2 мм, с другой стороны на 5,2. 5,2 вниз. Чтобы вам не замеряться, не напрягаться каждый раз, когда вы устанавливаете, флажок сразу поставлен в нужной стороне. Пружина. Пружина из нержавеющей стали. Как и все остальное, изготавливается здесь, в России. Сейчас думаю, что может быть есть смысл заказать и в Китае. Потому что, ну, в Китае они блестят. А здесь получается, как наши делают, мне нужно их через голтовку прогнать, и только потом они приобретают вот такой вид. Но это еще не точно, ребят. Посмотрим. Возможно, будем продолжать еще и у себя делать. Средняя плита, точно так же, как и все остальное, из титана, сделана вот таким вот макаром. На нижней плите будет информация, тайга, Home Like Shaving, Россия, ну и серийный номер. И на всех бритвах из титана будет обязательно стоять TI, то есть титан. Это единственное, на котором не стоит эта аббревиатура, да и не надо, потому что, ну, она у меня, я-то сам знаю, что она из титана, поэтому я без претензий, я в компанию возвращать не буду, что за херня, что у меня тут титан не поставили. Гильза, гильза тоже титановая. Точно так же, как и на своем нержавеющем брате. Ну и винтик в попу. Винтик в попу тоже титановый. Ну и сама бритва. Сама бритва собирается чрезвычайно легко и просто при соблюдении вот такого простого правила. На титане будет стоять механическая гравировка. Вот здесь вот так. Давайте я вам покрупнее сделаю, а то может там кто-то не видит. Как на титане, так и на нержавейке будет стоять механическая гравировка на голове с одной стороны ХЛС. Надо все это собрать вместе. Вначале собираем крышечку, потом находим гравировку здесь, одеваем нижнюю плиту, потом это пальчиком все зажимаем и уже гаечку накручиваем в нужном положении. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Хоп. Все, закрутили. После этого берем гильзочку, контрогаем, закручивая до конца, и одеваем витик. Уже после этого вам нет никакой необходимости. Вот. А здесь проходит маленечко дальше. Я не комплексую. Есть бритвы, у которых на нержавейках, у которых стрелочка дальше, чем вот так не собирается. Видите, да? Причина проста. Их всего немного. Их там штуки, ну, может быть, 3, 4, 5. Дело в том, что когда маркировку на первых наносили, ювелир для того, чтобы гайка не скользила, до усеру ее накручивал. И поэтому вот так вот и вышло. Потом он перестал это делать. Я его попросил сам лично, потому что я ему объяснил: вот смотри, ты так сделал, а сейчас стрелочка вот так. Люди
чтобы сделать ровно, до усеру крутить не будут. Они будут у меня спрашивать, вот все, больше так не буду. Поэтому вот, чтобы вы знали. Для того, чтобы зарядить лезвие, все, что вам нужно, это просто откручиваете винт, просто снимаете крышку, все, одеваете лезвие, чем мы сейчас с вами и займемся. Хочу поставить, наконец-то я до них дорвался, Personna Platinum красненькая. Так она мне что-то понравилась последний раз, когда я ее пробовал, что я захотел ее снова. И вот сейчас мы ее и воткнем. Так. После этого просто вставляем. Опять же, нужной стороной, чтобы не забывайте смотреть, чтобы все насечки были с одной стороны. И просто закручиваем. Все. Бритва готова к эксплуатации. Какой эксплуатации? А вот такой. На всех бритвах откручиваться будет по-разному. У кого-то, вот смотрите, полный оборот. Есть у всех, на каждой бритве. Второй полный оборот. Есть у всех, на каждой бритве. Здесь стоит винт с шагом резьбы 1 мм. И один полный оборот увеличивает ваш габ на 1 мм. Это я все говорю специально для того, чтобы вы понимали. Если у вас вот так вот стоит вот отметочка, и вы повернете вот так на одно деление, то прежде чем спрашивать, а сколько, вы всегда будете помнить, что у вас шаг резьбы 1 мм и полный оборот это 1 мм. Сколько у нас здесь деления? Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 мм разделить на 10 сколько будет? Правильно, 1/10. Так вот это и есть 1/10. Если он начинается в базе с 0,8, то повернув вот так вот чуть-чуть, вы ставите 0,9, 1,0, 1,1, 1,2 и пошло и поехало. Так вот, ребят, смотрите, один полный оборот есть у всех, два полных оборота есть у всех, а вот дальше уже начинается самое интересное. Потому что есть бритвы, которые выворачивают аж на 3,5. Есть, ребята. Но есть бритвы, которые поворачиваются и на 3,2. Так что вот в этом, пожалуй, и все различие. Но брить будет и те, и те, и те, и те. Причина проста. Вот это место никогда не будет проворачиваться, потому что вот те штифты, которые фиксируют наше лезвие, они в своей первоначальной ипостаси, посмотрите, как выведены за подлицо. И они сделаны такой длины, что даже когда вы выкрутите на максимум, совершенный максимум, сколько бы он у вас ни выкручивался, они из зацепления не выйдут. Видите? И у вас это место проворачиваться не будет. Всегда будет жестко. И благодаря тому, обратите внимание, что лезвие с верхней крышкой и средней плитой зажимается как можно ближе к кромке лезвия, у вас напрочь будут отсутствовать какие-либо вибрации и все вот эти вот отрицательные моменты, которые могут быть от дальнего крепежа. У нас все это подведено гораздо ближе, насколько это возможно, без ущерба для работы. Вот это все, что я вам хотел показать. Я предлагаю на эту бритву поставить точно такое же лезвие, хотя по большому счету я вот с такими вещами не согласен. Когда обзорщику берут две бритвы и на них ставят два одинаковых лезвия и пытаются сравнить. Я объясню, почему я не согласен. Потому что на каждой бритве для конкретного человека должно быть свое лезвие. Если совпадает, то да, можно ставить и одинаково. Но если, допустим, вот тебе на тайге нравится вот красная персона, а здесь тебе нравится, ну, к примеру, физер, то нет никакого резона ставить одно и то же лезвие. Ты ставь то, при котором лезвие, вот лично для тебя бритва в наибольшей степени открывает свой потенциал, показывает себя с лучшей стороны. Ведь каждый раз, когда мы делаем обзоры, нам же нужно из бритвы вытянуть самое-самое-самое, на что она способна. Не надо искусственно загонять в какие-то клише. Эту на этом лезвии, значит и эту на этом лезвии. Нифига подобного. Это разные бритвы. Поэтому нужно использовать на тех лезвиях, на которых для тебя конкретно, как для человека, эта бритва играет лучше всего.
Ну а в данном случае я поставил одинаковый, потому что я думаю, что и здесь это отпоет одинаково, потому что и мне и та бритва нравится, и той, и от той бритвы я без ума. А что это у нас тут за фигня такая прилипла, это мы сейчас с вами узнаем. Это что у нас, бумажка что ли? А, это клей подлюка. Вот бы мы сейчас бриться начали, да? Даже бумага что ли? Ай, твою дивизию. Ребят, я слышал, что вы там про перчатки написали. Согласен. Перчатки я буду одевать только... Да что ты будешь вообще уходить? Нет? А не хочет, ребят, прикиньте. Вот все, отломал. Перчатки буду одевать только на те бритвы, которые могут залапаться. Вот в данном конкретном случае это тайга, она шполированная. И да, сейчас мы рассматриваем варианты, что будет не только полированная, но и матированная. И посмотрим. Но это все вместе. Это не значит, что матированная заменит полированную. Все. Вот этой красотой сегодня и будем бриться. Пошли бриться. Хорошо. По многим причинам. Хорошо, наверное, в первую очередь потому, что сейчас буду бриться именно этими бритвами. Мне они очень-очень нравятся. Хорошо, может быть, еще потому, что сегодня я постарался собрать в обзоре все свои самые-самые любимые хочухи. И да, я сегодня взял Mike Natural Soap не из-за того, что он самое лучшее. Все, что я люблю, я вам уже показал. А из-за того, что вот мне показалось, что именно сегодня, именно по той ароматике, которая заложена в этом мыле, оно мне подходит больше всего. 3 чаши новые, которые вот у нас остались. Я сегодня взял, вот видите какую, да? То есть вот такую вот. Мне тоже она показалась сегодня самая такая, которая подошла бы больше всего к сегодняшнему обзору. Она мне нравится за хват. Хватом не удивил. Таких хватов, особенно на Украине хлопцы много таких чашек делают. Но сама чаша, посмотрите, как она сделана. Это какая-то неоклассика. Если бы я не знал точно, что это сделал один человек, я бы подумал, что это производственная, промышленная какая-то. Посмотрите, как это сделано прям культурно и красиво и в тему. Эту чашу точно так же, как и все предыдущие, вы легко можете забрать за 1000 рублей. Если она вам нравится, обратитесь к Сергею Моисееву, он вам скажет, что сделать. Сразу же после обзора я ее вымою, приведу в порядок и упакую и отправлю в офис. Там вы ее и сможете найти. Ну, при условии, конечно, если вам это нужно. Так, помазок. Руки угваздал, это и хорошо. Ручка даже вот в таком положении не скользит. Давайте посмотрим, на что способна наша чаша. Да я бы не сказал, что там какие-то особые замысловатые такие вот насечки внизу, да. Но благодаря тому, что они все-таки есть, движуха происходит. Синтетика и мыло. И какое мыло? Mike Soap. Если бы необходимость показать чашу, я бы, пожалуй, пошел сразу на лицо и был бы прав. Так было бы еще веселее, еще бодрее. Но нам нужно же чашу показать. Вот давайте я вам ее и покажу. Показал. Смотрите. Вибрирующий железообразный стоячок. Ну блин, ну как же это кайфово. И обратите внимание, как белая пена сочетается с кремовым таким пастельным цветом донышка и зеленью вот здесь вот. Ну прям вау. Ну, скажем так, это для эстетов, кто понимает. Вот для них это будет прям, вот я кайфую. Не в том смысле, что я эстет, я просто эстетов понимаю. Еще один компресс и наносим. Хорошо. Ну, а с другой стороны, что нет-то? Ну, что бы не эстет? Местами, да, возможно, эстет. Но это же ничего там матершинное, да, и ничего такое. Разве плохо быть эстетом? Вот когда с перебором, ну, тогда да. Ну, а если в меру... Короче, ребят, вот именно этот узел, любой, кто заморочится, брать его выше маг, я специально не смотрел, сколько он стоит, чтобы не расстраиваться, но подозреваю, что это будет где-то вилка от 50 до 80-90 евро, где-то так. Хочу сказать, что узел с характером. У него есть стержень, он его убирает, но неохотно. В то же самое время в работе это нифига не мешает.
А та колонковость, которая есть у него на кончиках его великолепных волосьев, она толком помогает. Ну и Майк не подводит. Да он никогда не подводит. Это бердана. Если она появилась в начале обзора, значит она к концу пьесы выстрелит. Стопудово, к бабке не ходи. Так, добавлю чуть-чуть легонца для поднятия пинца воды, маленечко. А то что-то она загустела. Вот так вот. Вот так хорошо будет. И вот так хорошо. Да, еще на стриме обсуждали формат Блиц. И там один человек вышел и сказал: Вадим, а какой тебе смысл делать короткое видео с обычного? Ну, кому надо, там же все ясно, понятно, там можешь сюда перемотать, сюда перемотать. Смысла, говорит, никакого не вижу, и я с ним согласен. Я думаю, что он прав. Но все-таки до конца идею блицев я не забросил. Я хочу... Так, начнем с таймлесика. Соскучился я по нему. Ух, руки стосковались. Я все-таки хочу поднять серию коротких видео. Какого рода? Ну, во-первых, с ответами на вопросы, которые очень часто, ну прям очень-очень часто звучат. А люди не хотят смотреть длинные видосы. И вот буквально следующее видео, которое, вот первое, которое я выпущу, Блиц, рассчитываю, что оно уложится где-то от 3 до 7 минут, желательно не больше 5. Слышали, да? Как? И это будет пилотный выпуск, скорее всего, будет посвящен тому, почему, собственно, тэшки? Почему безопасные бриты? Откуда, когда, благодаря кому они появились? И лучше или хуже они кассетников, которые у нас сейчас существуют? Обязательно название хайповое какое-нибудь такое придумаю, типа там «Мировой заговор». Ну так, знаете, там для хайпа, там, ну, для кликабельности, там дарам-дарам. На самом-то деле, какой там заговор? Бабки, 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 деньги, 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 money, 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 money. Вот и весь заговор. Ну и плюс в этом видео, скорее всего... что я делаю, господи, на 0 этом. Так, давайте, знаете, я поражаюсь людям, которые говорят: вот я попробовал тайгу уже там на 3, на 4. Ребята, это незнание и испуг. Не бойтесь ставить ее и на 5, и на 6, возможно, еще и дальше. Объясню. Вас пугает большой гап, и это правильно. Правильно пугает. Бойтесь, бойтесь. Но действуйте благодаря этому страху с оглядкой, осторожно. Но все-таки пробуйте. Та мягкость в этой бритве, которая заложена изначально, она вам и на 5, на 6, на 8, на 10 такое бритье покажет. Вы просто охренеете. А когда вы пробуете на 2, на 3, ну это с тех предыдущих регулируемых бритв, это тот же самый Merkur, тот же самый Parker, тот же самый, ну я не знаю, там Gillette Fusion, ну многие другие бритвы, там 2, 3, да, это норм. Ну а дальше там уже жим-жим. Не здесь, не здесь. Геометрия. Играет не только гап, а гап в совокупности с геометрией. Так вот здесь такая совокупность, что не бойтесь, она, которая вам позволяет не бояться и 5, 6 и выше. Попробуйте, просто попробуйте, а потом придите и скажите: дядя Вадя был прав. С вас пузырь за наколку. Благодаря тому, что мы сделали здесь целый оборот, сейчас чисто теоретически у нас там гап 1,8.
Можешь, конечно, замерить, заморочиться, но что-то мне подсказывает, что именно так и будет. Для первого прохода более чем. На второй, я думаю, мы с вами сделаем несколько иначе. Давайте сделаем один полный половин оборота. Вот так, да? Да. Так, еще раз. И это будет у нас... Ну, 3,5 норм. Нет, 4. Нет, 3,5, 4. Хватит менжеваться, 4, короче, все. Четверочка будет нормально. Так, ну и наносим пену второй проход. И сейчас компрессиком кайфану. Мы же сегодня кайфуем, да, компрессик. Ух. Для меня бритье тэшкой это кайфовое, безмятежное, неспешное бритье. Без всяких заморочек в голове, без всяких дурных каких-то мыслей, без всяких пакостей возможных там или еще чего-то. Это чистота. Это отдельный мир, отдельное царство, в которое никакой гадости ходу нет. И здесь в принципе быть не должно. И вот в таком состоянии ты, когда бреешься, ты просто получаешь, ну, натуральный кайф. Реально кайфуешь. Кто-нибудь из обладателей кассетников так пробовал брить с кассетниками? Я думаю, что даже не думал об этом. Там все на скоряк, все дунул, плюнул, побежал. Ну, я понимаю, это жизнь диктует свои условия, конечно. Если человек себе не может этого позволить, ну ты ему хоть что рассказывай. А у него жизнь такая. Он одной рукой деньги зарабатывает, другой проекты составляет, третий с женой, пятый с ребенком, шестой с банком. Да мало ли заботы и чаяния у работающего человека, у которого такой образ жизни. Да навалом. По себе. Я только в банке не суюсь, а все остальное у меня есть. Так. Так, а где мой заветный камешек? Ниже, да? Надо быть осторожнее. Тут вот астрочка, она для этой бритвы, я все-таки что-то помягче сделал. Но песню и слова не выкинешь, поэтому наоборот, слово из песни. Что есть, то есть. Будем бриться этим. Так, а что это я? Не согрел даже. Ну вот он и второй. Между первой и второй перерывчик небольшой. Предлагаю третий проход. Хотя и после двух тут уже довольно-таки замерчательно. Но вот здесь вот, конечно, да. Вот этот проход все-таки нужен, и я его сейчас организую. Так. Уже без компресса. Так, просто намочу. С мылом от Mike Soap очень большое желание пойти в ванну. Оно любит воду. И как только ты экранчик-то перекрываешь этой субстанцией,
Она начинает засыхать. У нее сушняк, и она срочно просит воды. Вот до такого состояния. Сейчас попробую разогнать все это дело. Ну и посмотрим, что из всего этого получится. Так. Вот он, так вот, наверное. И все, никаких добривок больше не будет. Вот он. Все, сюда даже больше и не лезу. Так, у подставочку. Ну, чуть-чуть омолодим, потому что уже подсохло чуть-чуть. Кажется, я нашел лезвие, которое второй раз в титановый там лес я бы не поставил. Не, нафиг. Так, а что у нас здесь четверочка, да? Так. Ну, четверочка, наглеть не стану. Давайте поставим на троечку. Вот троечка норм. Так. Вот. Вот примерно такой калинкор засим. Разрешите мне закончить. Я сейчас пойду быстренько все это сполосну. Компресс, ну и автошейв. Ух. Хорошо. Да. Ну, останься эта бритва у меня на постоянке, понятное дело. Я бы туда такую больше не поставил. Возможно, отчасти сам виноват. Знал же, что 0,95 таймлесс для меня среднеагрессивная бритва. И лучше бы мне туда что-нибудь мягенькое поставить. Лучше даже, может быть, RPL. Ну, чтобы не доходить до таких крайностей, ну, хотя бы Paul Silver. Ну, что-нибудь такое бы. Но и опыт, наш ошибок трудных, гений парадоксов вдруг. Что там? Ну, короче, вот опыт. Заработал опыт. Так, ну иди сюда, мой толстопуз. Как же я Как долго я тебя ждала. Помните, Москва слезам не верит? Я не жалею, что его запускаю только по особым случаям, потому что от этого только веселее, приятнее. Знаете, как к старому другу вернулся, так, ну, по кайфу. Ну давай, работай.
Опустела без тебя земля. Как мне несколько минут прожить. О, помните, да, фильм? Ой, парни, как же хорошо, ядрен батон. Ой. Ну, не такая уж и большая трагедия. В принципе-то норм. Так, давайте, как обычно, мыло. Да, все, что говорил на крупном плане, так оно и есть. Ну, только что водичка. Водичку любит, надо водичку контролировать. И если так, то все у вас будет хорошо, все у вас получится. Во всем остальном не придраться, не убавить, не добавить. Огонь, просто огонь. Помазок. Я вообще чураюсь таких помазков, потому что если как только появляется стержень в середине, мне лично не по кайфу. Я люблю, чтобы он объем создавал, я люблю, чтобы он работал не средней частью, а всем объемом. Здесь не так, как на Эпсилон. На Эпсилон этот стержень всеобъемлющий, полное ощущение, что ты резиновым гвоздем себе по морде возюкаешь. Здесь вот разделить эпсилон где-то на 3, вот примерно то же самое. Не так, чтобы мешает. Работать можно, все нормально, все хорошо. Но все-таки вот некоторые вот такие какие-то мысли крамольные в голову-то и закрадываются. Я не хочу сказать плохо. Я прекрасно понимаю, что есть люди, которым это нравится и которым это по кайфу. Но если, допустим, кто-то задумается, я просто хочу сказать, ребята, знайте, если вам нужен охренеть какой массаж и стержень, вы его нашли, это он. А если вы любите объем и тоже массаж, но упругий, но это не он, это не он. Посмотрите, там другие узлы наверняка тоже есть. Но вот этот со стерженьком интересный, фактурный, приятный во всех отношениях мужчина, помазок. Но все-таки вот стерженек там вот такой вот есть. Чаша. Чашу вы все увидели. Мне понравилось. Вот, украинские хлопцы прислали, я все-таки покажу. Здесь несколько другая направленность, но смысл тот же самый. То есть вы понимаете, да? То есть хоп, и все. И, конечно, это скатл. И поэтому лично меня эта чаша формой не удивила, я к ней привычен, я ее знаю. Здесь та же самая история. И когда мы просили мастера сделать чаши, я ему даже говорил, вот смотри, что делают, постарайся не повторять. Здесь он повторил. Повторил. Зато всем удивил остальным, что осталось. Потому что несмотря на то, что он создал ту форму, к которой мы с вами уже все привыкли, можем найти на просторах интернета, да, это есть, никуда это не девается, это уже пройденный этап, я вам только что показал работу украинских мастеров. Но вот такой расцветки я не помню, я реально не видел. Здесь она какая-то домашняя. Здесь она такая, что вот стоит в сервизном столике, допустим, на кухне, да, я бы не удивился. Я бы подумал, вот смотри, какая тут прям фигулина затесалась. Любимая, отдай-ка мне, я ее в ванну утащу. И утащил бы, и утащил. Молодец, молодец. Напоминаю, эту чашу точно так же, если кому-то нужно, обратитесь к Сергею Моисееву и сможете ее забрать. Все, высох. По бритвам. 2 титановых красавца. Несмотря на то, что Таймлесс не тут разгваздал, вину я все-таки, наверное, взял бы на себя, потому что среднеагрессивную бритву вставлять такое лезвие, я сам рисковал. За что боролся, на то и напоролся. Я просто, видать, забыл, что 0,95 это самый настоящий среднеагрессивный монстр. То есть он и работать будет соответствующе. Для меня, по сути, вот он отработал в 2 раза лучше, чем 89-я голова. Потому что если бы я сейчас 89-ю голову, которая для меня тоже среднеагрессивная, несмотря на то, что она считается мягкой, там 3-3,5 по общемировой шкале, но он для меня среднеагрессивный. Так вот, если бы я в 89-ю голову поставил бы вот эту Астру, с вами бы сейчас разговаривал не дядя Вадя, а Фредди Крюгер. У меня бы тут сейчас полфейса вот так бы, вот тут кровище во все стороны. И пацаны с телеграмма опять бы побежали мемы делать. Иванов лейкопластырь, тут кишки наружу. Да, все пропало! Бриться не умеет. Но этого не случилось.
Надо было мягко ставить, сам виноват. Но, тем не менее, это не умаляет достоинства этой бритвы в моих глазах. Это великолепный, чудесный инструмент. Просто сногсшибательный. Если кто-то спросит: Викторович, а что ты тут дифирамбы поешь, и нержавейки, к примеру, да? А чем отличается? Ребята, я хз. Кроме очевидных вещей, что внешним видом и весом, наверное, еще самой работой. Потому что ты, когда в руке держишь, ну, мы берем тяжелую бритву, да, из каких-то там металлов и весом там 100-150 грамм. Все, водное понятно. И ты начинаешь работать. Ты порой, благодаря балансу бритвы, можешь использовать и вес бритвы в своих интересах. Ты его просто кладешь на кожу и отпускаешь, он сам все бреет. Да, да, многие так делают. Даже если баланс этого не позволяет делать, сам вес бритвы тебе позволяет меньше махать рукой, потому что, ну, вес приличный, 100-150, и он все равно бреет. Здесь же совсем другая картина. Здесь до 100 килограмм, до 100 грамм. И вот когда в этом случае ты бреешься, тут наступает парадокс. Какого рода? Когда качественный инструмент уменьшается в весе, благодаря тому, что делается из титана, но свойства свои он не теряет, а в весе теряет. И вот тут происходит какая-то магия. Потому что ты бреешься этим инструментом еще лучше, еще интересней, еще кайфовее. Как это происходит, я не знаю. Не спрашивайте. Но это происходит, ребята, происходит. Это вот я могу сказать на основе 2 бритв титановых, которыми я брился. У меня других титановых не было. Возможно, в моей жизни рано или поздно появится такая титановая, которая скажет: ой, ты, Иванов, что-то ты там наплел. Что-то ты там приукрасил. Вот смотри, вот ты держишь титановую, а оно говно, не бреет. Вот может быть такое, может быть, я не отрицаю. Но благодаря на основе 2 титановых, которыми я побрился, пока для меня это так. Что будет в будущем, так далеко я еще не захожу, так далеко я еще не прожил. Вот когда у меня появится 3-я, которая не будет брить, вот тогда и поговорим. Сейчас же пока йог. Рекомендую? Да, пожалуй, что нет, ребята. Потому что вот как это, так и это не из серии must have, это из серии роскошь. Просто реально роскошь. Вот ты хочешь себя любимого побаловать, ты знаешь, что ты что-то возьмешь такое, что и будет ого, ну и стоить, сука, будет. Вот тогда рекомендую. А так, чтобы вот купил почку, продал почку, пошел купил бритву и будет тебе счастье. Нет, так не рекомендую. Это роскошь, которую человек сам должен решить для себя, будет он себе ее позволять или нет. Если он ее хочет, но не может на данном этапе времени позволить, ну блин. Как вот ребята в комментариях говорят, ну или копи, или смотри на что-то другое, или думать перестань. Я выбираю 2-й вариант, я всегда так делаю. Если вот и что-то такое есть, что я не могу себе позволить, я просто думать перестаю. Я понимаю, что это не мое. Ну смысл морочиться. Кому от этого? Не, забей, Карл, иду дальше, да и все. Значит, не мое. Мое от меня не уйдет. А то, что не мое, никогда моим не станет. Ты хоть в лепешку расшибись. Вот так я думаю. Ну а что касается титановой тайги, ребят, тут нонсенс и полная для меня непонятка. Потому что умом-то я понимаю, что ну как ты ни крути, ну не может от 0,8 гапа и до 3 миллиметров регулировка проскочить диапазон среднеагрессивных станков. Не может. Обязательно где-то она будет, должна быть, но не может быть такого. И сегодня при вас я специально ставил вначале на 6, что означает 1,8, потом на 4, это получается, что там 1,1, 1,2, 0,9. Вот это вот все я здесь уже пробовал, но нет для меня той агрессии, которая у меня идет на всех среднеагрессивных бритвах. А-ля Timeless 0,8, 0,95 и а-ля 89 голова. У меня кризис среднеабразивного инструмента. Единственное лезвие, которым я могу бриться на среднеагрессивных станках, это РПЛ. Вот РПЛ ставлю, рапиру Platinum Blues, и у меня счастье. Я бреюсь и мурчу, как кот мартовский. Все у меня хорошо. Любое другое лезвие, все, я пропал. У меня ничего не получится. У меня будет просто жопа. Если кто-нибудь когда-нибудь, вот я вообще не бреюсь, принес бы мне 89-ю голову, вставил бы туда фезер, полсильвер, ну полсильвер еще нет, может быть пролезет, зеленого астру, это вообще ад кромешный, жилет блу, да любые другие лезвия, и все, дал бы, на, брейся,
Я бы побрил, сказал, идите в жопу вы со своими бритвами, я лучше на кассетник перейду. Вот так бы было. Но здесь почему-то этого нет. Каждый раз мимо. Какой бы диапазон, с каким бы лезвием ни заходил, вот этого эффекта среднеагрессивных станков у меня не наступает. Косвенно это подтверждают другие люди. И сам для себя я думаю, что все-таки здесь геометрия самой головы так удачно вошла в симбиоз с гапом и с регулировкой, что именно вот это позволяет проскакивать вот этот критичный лично для меня диапазон. Насколько я знаю, для некоторых других людей тоже. У ребят тоже бывает, что вот среднеагрессивные бритвы они на дух не переносят. Но вот бывает такое, к сожалению. Так что для меня это необычный совершенно станок. Я его люблю, он мне нравится, и мне его легко перехвалить. Потому что вот в этой бритве лично для меня изъянов нет. Для меня тут все цепко, не скользит. Для меня даже вот если вот ювелир бамут с насечкой проскочил на миллиметр, и это не является каким-то огрехом, потому что я прекрасно понимаю, что это ровным счетом в бритвенных делах ничего не значит, это просто эстетика. Конечно, хорошо, если этого нет. Но ты не все делаешь своими руками. Иногда ты должен доверять специалистам. Ну и специалисты, вот видите, иногда тоже так же делают. Для меня не проблема совершенно в том, чтобы разобрать этот станок. Потому что мне это нравится. Хотя я понимаю тех людей, которые говорят, вот Рекс Амбассадор, там, вот он там рокнул, он не разбирается. Да, ребята, да. Но у них тот путь, у меня этот путь. Но то я знаю другое. Я знаю, что я могу этот станок не разбирать. Одно бритье, 2, 3, 5, 10. А потом разобрать и все помыть. И у меня опять все будет чистенько. А вы с Рексом Амбассадором так можете? С Рокнеллом? Я думаю, что нет. Я вот, например, разберу через 10 сеансов бритья, да, и увижу, сколько килограмм там щетины, сколько килограмм там мыла. И все это в моих силах убрать, почистить. И он у меня будет опять 25, блестеть, как баба-ягодка опять. Все собрал в кучу. А вы с Рексом Амбассадором, а вы с Рокнеллом так можете? Или с Лексом? А вы нет. А я могу. Вот в этом разница, понимаете? Что для вас лучше? Тот вариант или этот, каждый должен решить сам. Я не говорю, что то плохо, а это хорошо, то плохо. Нет, тут просто нужно понимать, что это разное. И если, допустим, вам не подходит вот разборный вариант, не надо говорить, что это плохо. Просто идите, ищите себе тот, который неразборный, там что-то поищите, там что-то найдите. Я вот об этом. Ну а то, что здесь разгоповка от 0,8 до 3 мм, для меня это только плюс. Потому что это повышает возможности бритвы. И я хотел бы успокоить тех людей, которые говорят, что вот ты вот он флекс видел, да, там от 0,20 до миллиметра, и там вот это гап, вот это я понимаю, тут можно бриться. Ребят, вот на твоей тайге там от 0,8 там до 3, это врагов убивать. Ребята, не убивать. Если бы, к примеру, на флексе была бы такая разгоповка, как на тайге, не факт, что им можно было бы бриться. А если бы на тайге была бы такая разгоповка, как на флексе, тайгой бы хрен побрились. Причина проста, геометрия разная, совершенно разная. Каждый инструмент уникален, каждый инструмент индивидуален. В него заложено именно то, что в него заложил мастер при изготовлении. Вот он решил, что будет так, и вот так вот есть. Так вот это все вместе и нужно мерить. А не вычислять что-то одно, там гап, там 1,5 мм, ну и что? Вольфман 85 гап. Люди счастливы, люди бреются. Он тоже плохой. Много брит с большими гапами. Самое важное, как он бреет при этих гапах. Идет ли геометрия станка, разный гап на этой бритве в симбиозе или разрывается. Ребята, у нас, по-моему, потух свет. Так. Хлопцы, сейчас, секундочку. Так, что ты тут мне показываешь? Так, вот. Вот это я хотел включить. Вот так надо, да? Разрешите мне с вами попрощаться. До следующих встреч в эфире.
Ладно, ребят, ну не будем детей смешить. Что-то рубануло. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай всегда все будет хорошо. Ну и до новых встреч. Все у нас будет хорошо. Прорвемся. Ну а уже следующее видео. Вы сами знаете, что будет. И я думаю, мы с вами узнаем что-то новое. Ну все, пока-пока. До новых встреч. Берегите себя. Ну и подписывайтесь на канал, конечно.